Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Как Чингук обнял своего Тэхёна, когда погас свет. Тэхён подошел к Чингуку, чтобы дать ему 5, но Чингук вместо этого развернул и крепко обнял его. Вайбы бойфрендов. Это напомнило мне ситуацию, когда Чингук попытался поцеловать Тэхёна, когда в комнате был выключен свет. Кто не видит разницу, тот глупец. Чингук и Тэхён так наслаждаются этой близостью. Девятое место. Любовь – это прежде всего непреодолимое желание быть рядом, быть как можно ближе. Это так мило. Восьмое место. Тэхён и его слабость к ушам Чингука. Чингук так доволен, когда Тэхён играет с его ушками. Эти улыбки добивают меня. Уже тогда они были так очарованы друг другом. Тэхён кусает Чингука. Седьмое место. Когда Чингук обменялся карточками с Тэхёном, чтобы Тэхёну не пришлось идти в сауну, потому что Чингук знает о его холинергической аллергии. Улыбка Тэхёна в конце, когда Чингук сделал это за него. Я так люблю их отношения. Они очень правильные и показательные. Отличный пример. Их поддержка невероятна. Из-за Тэхёна Чингук превращается из сексуального мужчины в влюбленного и смущенного мальчика. Да чего же это мило! Если Тэхён сделает, то и Чингук тоже.
Эффект хамелеона – это такое бессознательное поведение человека, при котором он копирует мимику, жесты, акцент и даже походку другого человека. Как правило, такое бессознательное копирование является способом понравиться другому человеку, войти в его круг доверия, продемонстрировав похожесть на него. И снова легендарно, если Тэхён сделает, то Чингук тоже. Шестое место. Это только с Тэгу так может быть. 2 секунды видео, а тут уже и драма, ревность, романтика и почти детектив. Ибо, судя по взгляду Тэхёну, он сперва хочет сожрать Чингука, а потом спрятать его у себя в подвале, чтобы никто не смотрел. А мы потом ищи. А вообще, я очередной раз горю, потому что невозможно быть настолько бойфренды. 5 место. Чингук и Тэхён будут флиртовать где угодно и когда угодно. Когда Чингук дразнил Тэхёна и взъерошивал его волосы, а Тэхён обернулся и скорчил такую милую рожицу. Немного отвлечемся. Тэхён обновил Инстаграм. Симинвест в Инстаграм. Все ограничения перестают существовать, когда рядом с тобой лучший друг. Для Тэхёна лучший друг – это друг, с которым можно поделиться, источник вдохновения, поддержка, когда вы устали, и тот, кто дает вам силы преодолеть все трудности. На этот раз Тэхён и его лучший друг будут вместе строить безграничную дружбу в Симинвест. Когда угодно, где угодно, с кем угодно. Наконец-то Тэхён может встретиться со своим лучшим другом Джеки Чаном. И это доказательство того, что для построения дружбы нет ограничений по возрасту, расстоянию, культуре и времени. То же самое и с вами. Мы можем получить неограниченный опыт вместе со своим другом Симинвест. Когда угодно, где угодно, с кем угодно. Думаю о том, что у Тэхёна много друзей, и он всегда представлял их как друзей. Но когда он представлял Чингука как друга, то сказал: «Представь меня как следует, я твой друг». И с тех пор Тэхён говорит: «Спасибо участникам и Чингуку. Я играю в игры с друзьями, Чингуки здесь». В рекламном ролике Ким Тэхён одет в красный женский брючный костюм Revival Gucci из коллекции Тома Форда. Этот костюм прославился благодаря появлению Гвинет Пэлтроу на VMA 1996 года. Тэхён снова стирает гендерные границы. А еще Гвинет Пэлтроу снималась в серии фильмов «Железный человек», а мы-то знаем, кто является большим фанатом этого. Это наш дорогой Чингук. Вышел выпуск программы «Военные дни», где ведущий посетил военную базу спецназа. Примерно в таком подразделении служит Тэхён. Нам показали, как живут и тренируются солдаты, чем питаются и так далее. Для получения черной формы служащие должны сдать тест на физическую подготовку и письменный тест на самооценку в период призыва, обычно через 2 недели после обучения. Но в некоторых подразделениях тест не требуется, а его продолжительность варьируется от подразделения к подразделению, но обычно он является частью армейского стандарта проверки физической подготовки: приседания, отжимания, бег 3 километра.
3 вида являются почти обязательными, и баллы за каждый вид оцениваются по результатам выполнения нормативов в соответствии с возрастом. Нормативы несколько отличаются в зависимости от подразделения. Например, 87 приседаний за 2 минуты и более, 72 отжимания за 2 минуты или более, 3 километра за 12 минут и 30 секунд. Если тест не пройден, его необходимо пересдать через определенный период времени. Вес полного черного костюма составляет 22 килограмма. Четвертое место. Тэхён плакал перед финалом концерта, и во время следующего выступления Чунгук сделал такую милую вещь. Третье место. Чунгук всегда был еще тот конспиратор. Тэхён еще мог проговориться, а Чунгук всегда все держал в секрете. Он такой, была бы его воля, никому бы не показал и не рассказал. Это его личное. И правильно делает. Вопрос. Как вы выбрали себе соседа в комнате в новом общежитии? Чунгук ответил: никаких изменений, я использую его один. Я разделил большую гостиную и сделал свою личную комнату. Но затем мы узнаем, что Тэхён сказал на фесте: нашей комнаты, которую мы здесь делили с Чунгуком, больше нет. Тэхён такой Тэхён. Вспомните, когда Чунгука спросили, что бы он сделал, если бы увидел красивую девушку, и он ответил: просто пройду мимо, но он никогда не мог пройти мимо Тэхёна, не обратив на него внимания и не сказав, какой он красивый. Двойственность Тэхёна и Чунгука настолько очаровательна, что они могут сделать себя уязвимыми перед тем, что Чунгук берет на себя ответственность, но при этом оставаться человеком, который говорит: «Я обо всем позабочусь, когда Чунгуку это нужно». Мне кажется, это великолепно. Мне нравится, что они заботятся друг о друге по-своему. Второе место. Если Тэхён захочет прикоснуться к своему Чунгуку, он просто сделает это, и никто не сможет его остановить. А у Чунгука сразу счастье на лице отразилось. Юнги не зря сказал: побывать в объятиях Тэхёна все равно, что в раю. Тэхён сказал: если я попрошу Чунгука что-то сделать, он это сделает. То, как Чунгук любит Тэхёна и заботится о нем, позволяет Тэхёну делать все, что он хочет. Тэхён всегда мило заигрывает и флиртует с ним, а Чунгук никогда не против этого. Вот она, искренняя и чистая любовь. Вспомните, как они спали вместе весь день в шоу-супе, а потом пришли пообедать ко всем, и Чунгук взял телефон Тэхёна, чтобы сделать селфи. Или когда на ложке в квартире Тэхёна оказался вдруг телефон Чунгука. Потому что твое принадлежит мне, и я должен проверять его.
Это бесконечная сага о том, как Тыгу украдкой подсматривают, в то время как другой пользуется телефоном, и то, что они делятся телефонами только по каким-то личным причинам, говорит о многом. Первое место. Эти костюмы действительно были свадебными. Когда Тэхён фотографировал свадебные костюмы, а Чунгук свадебное платье. Потом они сделали одинаковые фотографии своих имен в одном месте. Чунгук поет Тэхёну: «Я стал так счастлив после того, как Тэхён пришел». Он изменил строчку: «Я стал так счастлив после встречи с тобой». Чунгук поет на фан-митинге строчку из этой же песни, и посмотрите на реакцию Тэхёна. Когда Чунгука спросили о том, чтобы сделать кавер на песню «Я после тебя», у Тэхёна была самая яркая реакция. И посмотрите, как он широко улыбается, пока Чунгук поет. Ему действительно нравится голос Чунгука. Это песня Пола Кима, он же Ким Тэхён. Он же тот, кто сделал кавер на песню Тэхёна, и Тэхён также разместил ее в Твиттере. Тэхён любит эту песню и спел ее однажды. Мне нравится, что у Тыгу много общего, и одно из них – вкус в музыке. Просто прочитайте строчки к песне. Эта песня так хорошо подходит отношениям Чунгука и Тэхёна. Когда открываю глаза, я думаю о тебе. Мы сидим лицом к лицу с тобой за столом. Я спрашиваю о твоем дне и рассказываю, что мой день был довольно хорош. Я хочу ответить с улыбкой, когда мы понимаем друг друга в мелочах. Я удивлен тем, что мы привыкли друг к другу. Я люблю тебя так же, как сейчас. Когда так уютно, я хочу быть с тобой навсегда. Я стал так счастлив после встречи с тобой. Я в состоянии любить тебя так сильно, потому что ты обнял и тепло принял. Я не могу вынести отдаленные отношения. Даже сейчас, когда я беспокоюсь, я хочу быть с тобой навсегда. Я думал об этом, пока смотрел на тебя. Эта песня заставила меня задуматься о том, как тяжело Чунгуку сейчас находиться вдали от Тэхёна, и это взаимно. Но я думаю, что они справятся с этим, и у них будет самая долгожданная и жаркая встреча. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!